Всем привет! В этом видео я покажу свой вариант бюджетного меню на праздничный стол из 10 блюд. Первым приготовим необычный и очень вкусный салат с печенью. Ингредиентов немного и все они доступные. Куриную печень моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем на более мелкие кусочки и все лишнее отрезаем. Всего для салата понадобится 300 грамм куриной печени. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Кладем подготовленную куриную печень. Обжариваем с одной стороны примерно 3-4 минуты. Затем переворачиваем и обжариваем еще 3-4 минуты. Куриная печень готовится быстро, а вкус у нее совсем другой, чем у говяжьей. А какая вам нравится больше? В конце приготовления печень солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Снимаем с огня и выкладываем приготовленную печень без жира на тарелку. Оставляем остывать. Одну луковицу нарезаем полукольцами. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем кусочек сливочного масла для аромата и лучшего вкуса. Выкладываем нарезанный лук. Пассируем его 2-3 минуты, периодически перемешивая. Два яблока среднего размера режем на четвертинки и вырезаем серединку. Для салата лучше всего подойдут кисло-сладкие яблоки, они идеально балансируют вкус. А вы какие яблоки предпочитаете для салатов, сладкие или кислые? Яблоки нарезаем небольшими дольками. Нарезанные яблоки кладем в сковороду, в которой готовится лук. Посыпаем их сахаром. Понадобится 1,5 чайных ложки сахара. Перемешиваем. Глазируем яблоки с луком на сковороде 1-2 минуты. Смотрим, чтобы яблоки оставались частично твердыми и не разваливались. Готовые яблоки с луком снимаем на тарелку, чтобы они немного остыли. Один пучок листьев салата моем и нарезаем более мелкими кусками. Листья салата выкладываем на блюдо. Равномерно их распределяем по блюду. Вместо салатных листьев можно использовать салатный микс. Сверху выкладываем жареную печень. Равномерно ее распределяем по салатным листьям. Дальше выкладываем подготовленные яблоки с луком. Тоже распределяем их равномерно по всей поверхности салата. Готовим заправку. В мисочку наливаем 2 столовых ложки оливкового или любого другого растительного масла. Наливаем 1 столовую ложку винного уксуса. Его можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Добавляем 1 чайную ложку меда. Наливаем 1 столовую ложку соевого соуса. Все немного солим. И кладем 2 чайных ложки зернистой горчицы. Все хорошо перемешиваем. Приготовленным соусом равномерно поливаем салат сверху с помощью ложки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с куриной печенью, яблоками и свежей зеленью получился по-настоящему вкусным и гармоничным. Все ингредиенты идеально дополняют друг друга. Печень придает блюду сытность, яблоки и салатные листья – легкость и свежесть, а соус объединяет их, добавляя изысканный вкус и аромат. Попробуйте приготовить этот салат и напишите потом в комментариях, как вам сочетание печени и яблок.
Вторым приготовим легкий салат из 3 ингредиентов, который подойдет как на праздник, так и на каждый день. Приготовление занимает буквально 5 минут, и на вашем столе появляется этот прекрасный и очень вкусный салат Днестр. Сначала подготовим ингредиенты. 1 качан пекинской капусты режем вдоль пополам. Каждую половинку еще раз разрезаем вдоль и шинкуем ножом. Всего для салата понадобится 500 грамм уже нашинкованной пекинской капусты. В оригинальном рецепте используется белокочанная капуста, но я люблю делать этот салат из пекинской капусты, так как она более нежная. 300 грамм варено-копченой колбасы сначала нарезаем пластинками. Получившиеся пластинки колбасы нарезаем брусочками. В большую миску насыпаем нашинкованную капусту. Кладем нарезанную колбасу. И добавляем 1 банку консервированного горошка. Салат немного солим, но не забываем, что колбаса и горошек уже соленые. Перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами для придания пикантного вкуса. Также можно добавить обычную острую горчицу. Заправляем салат майонезом. Понадобится примерно 100 грамм майонеза. Все перемешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Салат Днестр получился очень вкусным и сытным, легкость салату придает капуста. Приготовление настолько простое, что с ним справится каждый. Этот салат нравится многим и отлично подходит для праздничного стола. Третьим приготовим салат со свеклой и зеленым горошком. Простой, сочный и очень вкусный и сытный салат. Сначала подготовим ингредиенты. 500 грамм вареной свеклы трем на крупной терке. 30 грамм грецких орехов нарезаем ножом на более мелкие кусочки. 1 большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на четвертинки и вырезаем серединку с семенами. Яблоко трем на крупной терке. Я тру вместе с кожурой, так как яблоко у меня домашнее. Если яблоко покупное с магазина, то кожуру желательно срезать. К уже подготовленной свекле добавляем тертое яблоко, 1 банку консервированного горошка и измельченные орехи. В салат выдавливаем 1-2 зубчика чеснока через пресс. Все солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Наливаем 1-2 столовых ложки яблочного уксуса. Его можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Все заправляем 2 столовыми ложками растительного масла. Я использую оливковое. Все перемешиваем. Салат со свеклой и горошком получился очень вкусным, сочным и полезным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Также такой салат по желанию можно заправить майонезом. Четвертым блюдом приготовим скумбрию в виде небольших рулетиков, запеченных в духовке. Это блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Скумбрию разделяем на филе. Я использую уже размороженную рыбу. Предварительно у рыбы нужно удалить внутренности и отрезать голову. Обязательно в середине нужно удалить черную пленочку, чтобы блюдо не горчило. Убираем все оставшиеся кости, их в скумбрии немного. Также срезаем все плавники. Таким методом я подготовила 2 скумбрии. Каждое филе разрезаем вдоль на 3 примерно одинаковые полоски. В итоге получилось 12 полосок из скумбрии. Всю рыбу перекладываем в миску.
Готовим соус для маринования. В отдельную мисочку кладем 3 столовых ложки майонеза, 2 чайных ложки горчицы. Насыпаем примерно 1 чайную ложку без горки соли. Перчим черным молотым перцем. И наливаем 1 столовую ложку 6% винного уксуса. Его можно заменить лимонным соком или яблочным уксусом. Все перемешиваем до однородности. Вместо майонеза можно использовать растительное масло. Приготовленный соус выливаем на рыбу. Все перемешиваем, чтобы маринад равномерно покрыл полоски скумбрии. Рыбу оставляем мариноваться примерно на 30 минут. 2 луковицы среднего размера нарезаем полукольцами. Лук выкладываем на дно формы для запекания. Скумбрия уже замариновалась. Берем одну полоску рыбы и скручиваем ее в рулет. Начинаем скручивать от хвоста. Все фиксируем зубочисткой. Так подготавливаем всю скумбрию. Получившиеся рулетики выкладываем на подушку из лука. Сверху поливаем оставшимся соусом. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем рыбу примерно 30-35 минут. Блюдо готово. Вынимаем зубочистки. Они достаются очень легко. Рулетики выкладываем на блюдо. Украшаем петрушкой. Также рыбу можно украсить лимоном или, например, огурцом. Рулетики из скумбрии в духовке получились очень вкусными. Блюдо оригинальное и прекрасно подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. Готовится несложно и продукты все доступные. Пятым приготовим торт. Его можно приготовить за день до торжества. Он яркий, вкусный и совсем несложный в приготовлении. Такой торт понравится и взрослым, и детям. Сначала приготовим бисквит. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 150 грамм сахара. Добавляем щепотку соли. Все взбиваем до однородности примерно 2 минуты. Плотная пена в этом рецепте не нужна, достаточно просто хорошо перемешать ингредиенты. В эту массу наливаем 120 мл молока комнатной температуры. Немного перемешиваем. Наливаем 60 грамм растительного масла без запаха. Опять перемешиваем. В сито насыпаем 150 грамм муки и 40 грамм какао. Просеиваем все через сито сразу в тесто. Сначала просеиваем примерно половину муки с какао и сюда же насыпаем 4 грамма пищевой соды. Перемешиваем. Просеиваем остальную часть сухой смеси, снова перемешиваем. В перемешанное тесто наливаем 1 чайную ложку 9% уксуса. Все перемешиваем. В самом конце наливаем в тесто 100 мл кипятка и опять перемешиваем. Тесто получается жидким. В форму, застеленную пергаментной бумагой, выливаем все тесто. Форма должна быть такая, чтобы жидкое тесто через нее не выливалось. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 160 градусов, режим вверх плюс низ. Выпекаем примерно 35-40 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой, она должна выйти сухая. Готовый бисквит оставляем остывать. Уже остывший бисквит достаем из формы.
разрезаем его на две примерно одинаковые части. В мисочку насыпаем одну пачку желе и наливаем 400 мл горячей воды. Все перемешиваем до полного растворения желатина. У меня желе рассчитано на 500 мл воды, но я количество воды специально уменьшила на 100 мл. Это делается для того, чтобы желе вышло более плотным. Для торта я развела 3 желе – клубничное, ананасовое и желе со вкусом крыжовника. Каждое желе наливаем в отдельную плоскую емкость и оставляем сначала остывать при комнатной температуре, а затем ставим в холодильник, чтобы оно полностью застыло. Когда желе застыло и бисквит остыл, собираем торт. В мисочку насыпаем 20 грамм желатина. Я использую быстрорастворимый желатин. Наливаем 120 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем. Оставляем набухать на 10-15 минут. Берем 500 мл сметаны и насыпаем в нее 3 столовых ложки сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Сметану нужно выставить из холодильника за 15-20 минут до приготовления, чтобы она немного согрелась. Набухший желатин растапливаем в микроволновке. Для этого нагреваем его по 10 секунд в 3-4 подхода. После каждого раза перемешиваем. Желатин нужно нагреть примерно до 60 градусов. В нагретый желатин наливаем 2-3 столовых ложки сметаны и перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур между желатином и сметаной, что предотвратит образование комочков в сметане. Затем всю эту смесь выливаем в сметану и перемешиваем. Я использую 15% сметану. По желанию сметану можно взять большей жирности или заменить ее натуральным йогуртом без добавок. Застывшее желе нарезаем на небольшие кубики. Все цвета желе соединяем в одной емкости и немного их перемешиваем. Кусочки желе перекладываем в подготовленную сметану с желатином. Все аккуратно перемешиваем. На блюдо кладем нижний корж. Ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом вставляем ацетатную пленку. Все хорошо зажимаем до размера бисквита. Вместо ацетатной пленки можно использовать разрезанную пластиковую папку для бумаги. На корж выливаем приготовленную массу с кубиками желе. Если масса очень жидкая и вы боитесь, что она вытечет из формы, то оставьте ее еще на некоторое время, чтобы желатин начал немного схватываться, и уже тогда ее выливайте. Сверху разравниваем желе и накрываем вторым коржом. Форму с тортом накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Торт застыл, снимаем форму и убираем ацетатную пленку. Торт готов, можно подавать на стол. Торт мозаика получился очень красивым в разрезе и очень вкусным. В нем прекрасно сочетается мягкий шоколадный бисквит и сметанное желе. Готовится торт несложно, главное набраться терпения, пока он застынет. Такой торт прекрасно подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Следующими приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды. Продукты доступные и готовятся они быстро. На противень раскладываем ломтики батона. Ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Сушим примерно 8-10 минут. Также батон можно приготовить в тостере или поджарить на сковороде. На мелкой терке трем 150 грамм сыра. Сыр можно использовать любой. Сюда же трем 2 вареных яйца. На мелкой терке трем одну большую сырую морковь. Пучок петрушки и укропа измельчаем ножом.
Можно использовать любую зелень, которая есть в наличии. Зелень кладем в миску. Добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Перчим черным молотым перцем. Солим по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на подсушенные ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 18 бутербродов. Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными. Нежный сыр и яйца придают им насыщенность, морковка с зеленью – легкость и яркость вкуса, а чеснок завершает все пикантной ноткой. Готовятся такие бутерброды за считанные минуты и уместны в любой день. Седьмыми приготовим бутерброды с селедкой. Вкусные, красивые и со знакомыми вкусами с детства. Вареные яйца трем на крупной терке. Всего понадобится 4 яйца. Пучок укропа и зеленого лука нарезаем небольшими кусочками. Зелень добавляем к яйцам. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Заправляем майонезом и перемешиваем. Начинка готова. Ржаной хлеб нарезаем ломтиками. Каждый ломтик разрезаем пополам. Хлеб выкладываем на сухую разогретую сковороду. По желанию можно добавить немного растительного масла в сковороду. Жарим с одной стороны на небольшом огне до хрустящей корочки. Готовый хлеб выкладываем на тарелку поджаренной стороной вверх и даем ему остыть. На каждый ломтик уже остывшего хлеба выкладываем подготовленную начинку. Сверху на начинку кладем примерно по пол чайной ложки зернистой горчицы. Немного ее размазываем сверху по начинке. Филе селедки нарезаем порционными кусочками. Я предварительно сельдь очистила от внутренностей и костей. Подготовленные кусочки сельди выкладываем на бутерброды. Сверху бутерброды украшаем небольшой веточкой укропа. Все красиво выставляем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с селедкой получились красивыми и очень вкусными. Необычная подача сразу притягивает взгляд к этому блюду. Такие бутерброды прекрасно подходят на праздничный стол. Следующее приготовим несложную и очень вкусную закуску в корзиночках. Приготовление максимально простое и быстрое. Берем 2 сырых моркови среднего размера и трем их на мелкой терке. Два вареных яйца тоже трем на мелкой терке. 1 плавленый сырок весом 80 грамм трем на мелкой терке. Для того, чтобы сыр легче терся, я его положила в морозильную камеру на 30 минут. В миску кладем тертую морковь, яйца и сыр. Добавляем 1 зубчик чеснока через пресс.
Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную начинку перекладываем в кулинарный мешок. Я использую насадку звездочка, но можно обойтись и без насадки. Песочные корзинки наполняем приготовленной начинкой. Этого количества начинки хватает примерно на 20-25 корзиночек. Сверху каждую корзинку с начинкой украшаем листиком петрушки. Сюда же кладем по одной оливке. Закуска готова. Закуска с морковью в корзинках получилась красивой и с приятным пикантным вкусом. Легкость и сочность ей придает морковка, а сытность сыр. Также такую начинку можно подать на крекере или хлебцах. Следующим приготовим особенное и вкусное блюдо — рулет из лаваша под названием оливье. Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления, доступность ингредиентов и, конечно же, неповторимый вкус с семенами любимого салата. Сначала маринуем лук для начинки. Берем половину большой луковицы и нарезаем ее кубиками. Также можно использовать маленькую луковицу. Лук перекладываем в небольшую мисочку. Сюда же насыпаем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10 минут. Пока маринуется лук, подготовим остальные ингредиенты для начинки. Примерно 150 грамм вареной колбасы трем на крупной терке. Соленые огурцы тоже трем на крупной терке. Я взяла 3 небольших огурчика, по весу их получилось около 100 грамм. 2 вареных яйца трем на крупной терке. 2 средних картофелины трем на мелкой терке. 1-2 вареных морковки точно так же, как и картофель, трем на мелкой терке. Складываем рулет. На стол кладем первый лист лаваша. Смазываем его по всей поверхности майонезом. На лаваш выкладываем тертый картофель. На картофель выкладываем подготовленную колбасу. Начинку немного не докладываем до противоположного от себя края, чтобы потом было удобнее свернуть рулет. Сюда же равномерно выкладываем маринованный лук, предварительно слив с него маринад. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Сверху наносим сеточку из майонеза. Кладем второй лист лаваша и немного прижимаем его руками. Этот лаваш тоже смазываем майонезом. Сверху выкладываем вареную морковь. Не забываем, что начинку немного не докладываем до края. Морковку немного солим. Следующими кладем вареные яйца. И последними раскладываем тертые огурцы.
Сверху наносим сеточку из майонеза. Все сворачиваем в плотный рулет. Получившийся рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настояться на 1-2 часа. По желанию этот рулет можно подавать и сразу. Перед подачей готовый рулет вынимаем из пленки и нарезаем порционными кусками. Он прекрасно режется и не разваливается. Также такой рулет можно приготовить за день до торжества и хранить его в холодильнике. Рулет оливье получился очень красивый, а вкус, который прекрасно все знают из детства, никого не оставит равнодушным. Такой рулет отлично подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. В качестве горячего блюда приготовим аппетитные ребрышки в томатно-медовом соусе. Готовятся они легко и без лишних хлопот. Берем 2 кг свиных ребрышек и снимаем с них пленку. Ребрышки с мясом нарезаем порционными кусочками. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем ребрышки. Каждый кусочек мяса обжариваем с 2 сторон до золотистой корочки. Обжаренные ребрышки перекладываем в кастрюлю с толстым дном, где они будут тушиться. Таким методом обжариваем все ребрышки. – 200 грамм вяленого чернослива моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5-10 минут. 2 луковицы среднего размера нарезаем полукольцами. Лук выкладываем на сковороду, где жарилось мясо. Пассируем лук до золотистости, периодически перемешивая. Готовый лук выкладываем на мясо. С чернослива сливаем воду и нарезаем его небольшими кусочками. Нарезанный чернослив тоже кладем в кастрюлю к мясу. Готовим соус. Берем 1 литр воды и добавляем 140 грамм томатной пасты. Сюда же кладем 120 грамм меда. И насыпаем 1 столовую ложку соли. Все перемешиваем до полного растворения приправ. Приготовленный соус выливаем на мясо. Сюда же в кастрюлю кладем 2-3 лавровых листа и насыпаем 5 горошин черного перца. Все ставим на огонь и накрываем крышкой. После того, как жидкость с ребрышками закипит, уменьшаем огонь до минимума. Тушим ребрышки 1,5 часа на самом маленьком огне. Готовые ребрышки выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Ребрышки в томатно-медовом соусе получились очень нежными, мягкими и невероятно вкусными. Приготовление настолько простое, что справится даже тот, кто никогда не готовил мясо. Такое мясное блюдо отлично подходит для любого праздничного стола. Обязательно его приготовьте.